Сейчас структурно расскажу, что делать начинающему специалисту, который только прошел обучение базовой профессии. Давайте начнем элементарный путь от мастера-бровиста до создателя студии. Первое, когда я отучилась на бровиста, я иду, сначала анализирую аудиторию. Мне однозначно нужна база для того, чтобы мой навык дошел до определенного уровня, до хорошего результата. Салоны красоты очень часто набирают клиентов, потому что вот очень много салонов, в которых есть текучка. Чаще вот этого базового мастера они не рассматривают там, а как ты это сделаешь? Бровист, он может быть бровистом, выполнять среднестатистические процедуры, там нет никаких рисков, поэтому вероятность попадания именно в хороший салон красоты бровистом очень велика. Я рекомендую проанализировать прям базу салонов красоты, посмотреть, как вообще выстроены салоны красоты, подъехать к этому салону красоты, зайти на процедуру, подсмотреть, какая обстановка внутри, какие люди там работают, примерить себе это пространство, эту аудиторию и этих мастеров и, собственно, сделать дальше выбор в пользу того или иного салона. Все, вы устроились уже в салон красоты, вас взяли в хорошее место, где хорошие красивые стены, вы делаете свои бровные процедуры. Однозначно здесь идет вот такое вот максимальное расширение в разные стороны, то есть начинаю подсматривать за теми услугами, которые мне могут принести денежные средства, а это перманентный макияж, вот однозначно. Если бровист, то это последующая процедура непосредственно перманентного макияжа, потому что чек выше, болей, которые вы закрываете при помощи этой услуги, еще больше денежных средств, больше довольных клиентов. Обязательно, конечно же, я работаю с теми клиентами, которые ко мне приходят, но и я улучшаю и расширяю спектр услуг, которые я предоставляю. Да, если вы бровисты, то я прям рекомендую вам подсмотреть в ту сторону, где обучение происходит перманентному макияжу. У нас есть академия в Казани и Москве. Переходите по ссылочке в описании, задавайте вопросы, и мы ответим на них. Я уже расширилась в нескольких направлениях. Перманентный макияж делаю, коррекцию окрашивания бровей делаю, лами ресниц и бровей тоже делаю. Дальше меня уже начинает подбешивать дядя, и я начинаю тихонечко подсматривать в управленческие моменты. Я начинаю изучать твердые инструменты продаж, которые будут привлекать мне клиентскую базу. Просто представьте, если вы работаете в салоне красоты, то вы должны себе в первую очередь задать вопрос, а все ли клиенты уйдут вместе с вами, когда вы покинете это насиженное вкусное местечко тепленькое? И 100% всегда будет вот этот отбойник от салона красоты. Если вы покинете помещение, то салон красоты будет всячески тех клиентов, которых вы обслуживали, различными вкусными акциями, предложениями пытаться оставить у себя, передавая ваших клиентов на нового мастера, либо на мастера, который работал с вами в смене. Очень такая штука грубая, но давайте я сделаю небольшую подсказку, позволю себе. Я бы все-таки обязательно, пока я обслуживаю тех самых клиентов, каким-то образом знакомила либо со своим номером телефона, либо со своим инстаграмом. Вы должны уже изначально наполнять свой инстаграм-аккаунт, ВК-группы делать, создавать там, возможно, телеграм-каналы и аккумулировать там всю эту базу. Просто, если вы уже планируете, аккумулируйте эту базу, собирайте ее воедино, потому что дальше вы однозначно, если покинете помещение и будете масштабироваться и расширяться, вам нужно будет сделать удар на свою клиентскую базу для того, чтобы подтянуть ее к себе. Поэтому однозначно любому вообще бьюти-специалисту нужно заниматься продвижением своих соцсетей. Не до конца понимаю тех мастеров, которые приходят только в салон красоты, сидят и ждут своего клиента. Ведь здесь может тоже случиться. Очень хороший салон красоты, вы будете задавать себе вопрос, а почему ко мне не идут люди? То есть, если вы хотите быстро расти, то здесь должна быть такая двойная игра. И салон со своей клиентской базой, и вы привлекаете аудиторию в совместную работу. Наверное, так как я создатель своего личного бизнеса, бьюти-салонов и учебных центров, я сейчас говорю не просто от лица мастера перманентного макияжа, но и я хочу подружить два этих направления. Создатели салонов красоты и мастера, которые там работают. Ведь мы все с вами люди, и можно расставаться очень достойно и безболезненно. Это может произойти только в том случае, когда игра с двух сторон. И тот
мастер, который работал, молодец, и салон красоты, который давал вам возможность зарабатывать на этом пространстве, давая вам клиентов. В совокупности вы две хорошие мощные силы, которые никогда не подеретесь, если будете расставаться грамотно по-человечески. Я, когда уходила из клиники, если говорить честно, там были очень сложные отношения. Понятно, что когда уходит мастер, это всегда болезненно. И я там всячески проверяли, они сделали все, чтобы мы расстались негативно. В тот момент, когда я там уходила из платной клиники, это, кстати, один из болезненных моментов, который оставил отпечаток. И я, наверное, по сей день только недавно урок этот усвоила, что я всегда говорила, я никогда не буду таким главным врачом, как тот главный врач, у которого я работала. И сама отчасти стала такой же, как этот врач, всячески прикрывая эти внутренние качества, но грубо зеркалила. И на самом-то деле можно прийти к общему знаменателю. В общем, когда я уходила из платной клиники, мне действительно нужно было расширяться, масштабироваться и отдавать там деньги, долги, которые у меня образовались на тот момент, с момента ухода матери. И мне нужно было и первую, и вторую работу иметь. И у меня, да, наивысшая цель была это создание своего салона красоты, потому что я была максимально уверена в том, что это вау, просто бизнес, который будет меня содержать, который будет меня кормить. Да, это отчасти так, но и как-нибудь обязательно расскажу историю своего видения в отношении салонов красоты. Как я сегодня на своем уровне отношусь вообще к ним. И вот я уходила из этой клиники, и у меня был действительно тот самый момент переломный. Мне было очень болезненно. Я уходила, у меня не было вот этих инструментов. Да, у меня были мои клиенты наработанные, и часть тех, которых привлекала я, и которые приходили по сарафанному радио. На самом-то деле, если по всем человеческим духовным законам двигаться, то нам вообще ничего в этой жизни не принадлежит. Ни мастерам, ни создателям. Вот если мастер очень хороший, если он очень коммуникабельный, вот это двойная заслуга и салона красоты, и самого мастера по перманентному макияжу или там бьюти-мастера в сборе и аккумулировании клиентской базы. Есть какой-то запуск на сарафанное радио, но ведь во многом это зависит от того человека, который этих клиентов обслуживает. От мастера зависит, какой поток к нему придет. Это действительно так, и поэтому, когда две стороны расстаются, я считаю, что им на самом деле делить нечего. Подвести итог, то я могу сделать такой вывод, который уже 15-летний, да, такой большой собранный опыт, что если бы тогда на старте, когда я пришла работать на дядю, я не была бы коммуникабельным человеком, не разговаривала, не привлекала бы людей отовсюду, не вела бы свой Инстаграм, а я его действительно вела, не вела бы группу в ВК, я рассказывала о себе как о человеке, который действительно болеет своим делом, то, скорее всего, я бы осталась около разбитого корыта. И я точно знаю, что это большая боль, проблема бьюти-мастеров. Почему, во-первых, они не могут масштабироваться из страхов того, что я уйду и со мной ничего не выйдет в двери салона, в котором я принимала. Большая, так скажем, проблема и незнание ведения как раз-таки соцсетей и работы с клиентской базой, которую мы обслуживаем. Именно поэтому мы делали тренерские курсы, мы сделали огромное количество курсов повышения квалификации. Сегодня я могу с радостью рассказать о том, что проект «Доход», который стартует у нас уже буквально очень скоро, будет про стратегию создания салонного бизнеса, про то, как не проебать своих клиентов во всех источниках медиа. Это ВК, Pinterest, это Авито, большое количество различных площадок, которые мы с вами будем изучать, а самое главное, там мы будем учиться стратегическому мышлению, созданию своего дела жизни. Внизу под этим видео регистрация на мой курс. Здесь все о бизнесе, о построении команды и о великолепнейших техниках, которые помогут вам заработать те самые миллионы, о которых вы мечтаете. С вами была Алена Пестова. Подписывайтесь на мой канал и следите за всеми новостями. Пока-пока.